Привет, друзья! День номер 109. Сегодня начинаем второе шпаклевание. Сейчас вставочка. Те, кто пришел получить информацию, какое-то понимание по Vitonit.js, ссылка в описании, тайм-код в описании. Чтобы не смотреть все видео, тайм-код посмотрите в описании. Грунтовка все та же. Здравствуйте, кстати. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравьте меня. Ну, просто поздравьте. Поздравьте ее, у нее сегодня день рождения, между прочим. Вот что. Она работает. Я бы не стал в свой день рождения работать. Я и не работал последний год. Ладно. Грунтовка. Тиффингрунт. Разбавленный 1 к 1 плюс-минус с водой. Разбавленный для того, чтобы не получить еще каких-то дополнительных пленок там. Там уже этих пленок, будь здоров, достаточно. И опять то же самое. Еще раз. Но теперь уже без респиратора. Говорит, надоел. Респиратор надоел. Распиратор. Он меня распирает. Так, что грунтуем и как грунтуем? Опять на лепнину не заходим. Лепнину не трогаем. Карниз и потолок. В этой комнате верх карниза, вот там штукатурная часть, там где порезка, в сторону потолка там штукатурная часть карниза и, собственно, сам потолок. И вот эта нижняя часть карниза тоже будем обрабатывать, соответственно, грунтуем. Немного подхода к лепнине, но уже не полностью. И саму лепнину не трогаем. Лепнину нигде не трогаем. Еще раз, лепнину мы не трогаем, потому что у нас будет специальный грунт под краску. И даже в случае, если бы у нас не было этого специального грунта, мы бы все равно оставляли ее максимально не закрытой. Такого количества пленок я вот почему-то не желаю видеть на лепнине. Мне такое видится немного неправильным. Если чуть-чуть там попало где-то, чуть-чуть капелька, это одно. А заливать все, многократно заливать, ну, хотите, заливайте свою лепнину, как хотите. Я вот эту не буду заливать. Итак, второе шпаклевание мы будем выполнять. Суперфиниш, это суперфинишная шпаклевка, уже финиш, Ротбанд паста. Кнауф Ротбанд паста. Если бы была нужда в поклейке стеклохолста, то можно клеить, ну, по рекомендации технолога Кнауф, можно клеить на нее стеклохолст. У нас не будет, мы будем просто ею шпаклевать. Безоговорочный плюс этой шпаклевки, она не требует грунтования. Вообще. По идее, если поверхность обеспылена, идеально обеспылена. Но так как мы ошкуривали, у нас очень много пыли, сколько-то мы щеточками, там, кистями убрали, все равно пыль осталась. И по рекомендации технолога Кнауф, все-таки лучше прогрунтовать. Если бы ошкуривание не требовалось, то шпаклевку Ротбанд финиш гипсовую можно было бы взять, смочить водичкой просто и шпателем убрать заусенцы, и грунтование не нужно. Это огромная экономия времени. Берешь просто Ротбанд пасту и сверху без грунтования технологично наносишь. Вообще круто. Это круто. Давайте на нее посмотрим. Это сок. Это просто сок. Сейчас вскрою. Саша говорит, что это творожный крем. Ее реально хочется съесть. О, да. О, да. Шпаклевка эта полимерная, максимальная толщина слоя 2 мм. И она дает усадку. Хорошую такую усадку. Если Ротбанд финиш гипсовая дает малую усадку, то вот эта штука дает приличную усадку. Не ешь шпаклевку. Ну вот давай обратно мне теперь. Это очень приятная смесь. Очень приятная в работе смесь. Очень приятная. Перед началом ее рекомендуется перемешать. Она сверху там, у нее сверху там какая-то корочка, чуть может быть, чуть она густоватая. Надо перемешать ее. Итак, я
приступил к шпаклеванию комнаты вот этой, с этим вот аппендицитиком, да, и первая находка, первая трещина. Вот это, к слову, кто спешит делать быстро, 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 надо кому быстро. Хорошо, что я ее сейчас заметил, что у нас особой спешки нет, и я ее заметил, и мы сможем ее обработать. Если бы прям спешили, уже бы не обработали, так бы она и осталась. Давайте смотреть, как она идет. Я вам сейчас покажу, а потом вблизи. То есть она вот отсюда доходит сюда, потом через весь потолок идет вот так, вот так, вот так. Ну, тут для понимания, тут сантиметров 50, наверное. Вот, от края до края карниза. Потом она проходит вот здесь и идет вот сюда в угол. Попробуем, сейчас камера сфокусируется на расстоянии 5 мм от кончика пальца в ту сторону. Видите? Маленькая волосяная трещинка. Вот она, прямо перед пальцем. Вот она на потолке. Угу. Это вот вопрос армировки. Вот как ты ее заармируешь? Тут 50 сантиметров, тут карниз, тут неровность. Как? Вот что делать? На вот этот вопрос, что делать, существует, на этот риторический вопрос, что делать, существует такой не очень вежливый ответ. Муравьишки или чебурашки кое-что приделать. А что ты сделаешь? А ничего ты не сделаешь, так она здесь и будет. Либо не будет. Мы ее обработаем. Возможно, это новая трещина. Возможно, она прошла вообще не в том месте, может быть, старая была где-то здесь. То, о чем я и говорил. Вот оно. Хорошо, что сейчас заметили. Вот первое. Надо следить внимательно, очень внимательно смотреть. И главное, что Саша в этих углах, она работала несколько раз. То есть она что-то ходила, подмазывала, подшкуривала и не видела. То есть я делаю вывод, что это совершенно недавно произошло. Может быть, там несколько дней, как она пошла. Да, мы убрали проявление той первичной трещины или какого-то вылома здесь, чего-то, что выпало. Мы убрали это проявление, но мы же не убрали саму причину, которая кроется в конструктиве вот этом. Что здесь сверху происходит, никому не известно. Вот такой вот старый фонд, вот такие вот дела. Вот он. Вот он. Когда меня спрашивают, бывает, а какие гарантии вы даете на свою работу? Я говорю, я гарантирую, что у вас появится трещина рано или поздно. И если вам скажут обратное, что у вас не будет трещин, вам нагло врут. Трещит все, даже новое строительство, в том числе, самое первое трещит. И я знаю, что есть товарищи, которые мне даже писали когда-то под какими-то видео, что есть люди, которые вообще вот даже карниз сам огибают серпянкой, огибают сеткой, чтобы типа избавиться от возможности трещины. Ну это же нереально. Это нереально. Ну ты тут ее схватишь сильно, но она пойдет вот здесь. Либо пробьет твою сетку, и все равно она вылезет. А потом попробуй сетку ремонтировать. Как ты будешь делать? Совершать ремонт вот этого места, когда там еще будет сетка. И как это будет выглядеть вообще? Что это будет такое тут? Ой. Ладно. Хорошо, что это произошло в наше присутствие здесь. Хорошо, что заметил. Можно оперативно решить. Трещина-трещинка. Вот она где. Вот она. Я ее чуть-чуть проявил. Отошел чуть шпаклевкой и дальше уже пошпаклевал туда, в ту сторону. Возвращаемся к трещине. Как бы следующий день уже. Я нашел ее расположение, как она проходила в реальности. То есть вот этого не было. Сейчас я опущусь вниз. Надеюсь, вам видно. И где-то здесь я вставлю картинку, как оно было. Вот как сейчас она проходит. И как она была. Понятно, в общем. Вот эта часть трещины слева, где-то здесь проходила старая, потом она заворачивалась вот сюда и уходила туда. Но здесь проявилась вот такая, почему-то, еще одна. Конструктив. Что-то в конструктиве. Вот здесь за этой стенкой, там дверь соседей, и она довольно сильно хлопает. Даже это может проявиться, как бы, как вариант. Может, не заметили волосяную трещинку маленькую, но мы стояли здесь десятки раз. Десятки раз мы тут сюда подходили, в эту точку. Ну вот, такое происходит иногда. Это совершенно нормально, и это, возможно, не единичное место. Напоминаю, что здесь 80 квадратных метров. А с лепниной уже 100 квадратных метров. Это как будто бы 1/100.
как бы по площади. В основании древесина. Что там происходит, как происходит. Нормально. Обработаем ее еще раз. Ничего такого. Продолжим с ней заниматься. Саша говорит, хочу сейчас прям ее заделать, чтобы уже избавиться от нее. Она ее получше расшила, эту трещину, и сейчас грунтует мультигрунтом. Пока мы здесь работаем, это высохнет, и можно будет ее оперативно заделать. Так как шпаклюем вообще? Как мы будем это делать? Вот так шпаклюем. Чего происходит? Вот есть некоторые места, где мы подмазываем, собственно, сложный рельеф карниза. Иногда вот здесь уже подмазывали прошлой шпаклевкой. Маркер. Иногда мы ставим маркеры карандашом, чтобы видеть издали, где что делаешь. Этот маркер был поставлен после первого шпаклевания и еще раз сразу же пробежались, по-мокрому еще. И цвет этой шпаклевки тоже маркер, чтобы видеть, где ошкуривать. Какое-то место найти такое, чтобы показать. Вот такая штука есть. Вот, например, вот такое место. Видно, да, вот такой скольчик. Ну, не добрали его шпаклевочки. Взял так на пальчик, опа, и пальчиком, эти, и заделал. Можно кистью это делать, можно это делать шпателем. Вот, высохнет, и будет беленький такой маркер, понятно, где ошкуривать будет. Так, чего может быть интересно в работе именно не только этой шпаклевкой, а любой полимерной шпаклевкой. Как, по идее, это делается профессионально. Вот сейчас Александра нам, как профессионал. Нет, я как раз таки оговорочка. Мы вам покажем способ нанесения полимерной шпаклевки, но все это делается без претензий на профессионализм и какую-то правильность и грамотность. Вот. А если вам это интересно, то есть очень много YouTube-каналов, реально профессиональных маляров, которые вас научат, и вы будете вообще короли. Короли полимерных шпаклевок и королевны. У нас это все из разряда «слышал звон, да не знаю, где он», потому что мы делаем очень много различных работ, и в каждую вникать очень тяжело, это происходит со временем. В работе именно полимерными шпаклевками существует такой некий нюанс. Им нужно некое время для работы, для, собственно, первичной какой-то полимеризации, или как там это называется. В общем, намазал, снял, так лучше с ней не поступать. А вот как лучше поступать? А ну-ка покажите нам. Я знаю так, что наносить ее нужно довольно большим слоем. На обрабатываемую поверхность. Толстенько, толстенько. Сейчас покажу как. Вот так. То есть у нее слой вообще до 2 миллиметров. А вот сколько тут положила уже. Сколько вот здесь уже Саша нанесла много. То есть больше, чем надо. С запасом. По толщине. И нужно дать ей некоторое время на то, чтобы полимеризоваться. Первично как-то, чуть-чуть хотя бы. Ну, вот такой довольно обширный участок наносится. Может, я много взяла. Сейчас посмотрим, как я с этим справлюсь. Ну и начинаем снимать всю эту шпаклевку. Видно, прям довольно толстенький слой получается. Да, скорее всего, Роман сейчас будет доделывать. Они нормально, отлично, мне нравится. Вот здесь мне уже нравится, как сделано. Мигает, я знаю, что мигает. Это лампочки эти, ну, ничего не поделаешь. В общем, хорошо получается, оно как бы хорошо. Лучше, чем если просто нанес, снял, нанес, снял, нанес, снял. Вот таким образом получается как бы более плотный, более равномерный слой. У шпаклевки есть время немножко уже зацепиться за поверхность и удерживать хоть какой-то приемлемый слой. Вот здесь нанесла Саша за один раз где-то почти квадратный метр. И вот как получилось, какая укрывистость. Вполне. Начали ошпаклевывать потолок в этой большой комнате.
Потом снизу покажу, какой результат. А сейчас вот Саша занимается тем, что мы называем, ну, в простонародье это левказ. Вообще-то левказ это такой слой, который применяется в иконописи. Это мел или гипс с клеем. Наносится на доску. Но почему-то вот такое слово бытует вот в таких работах с карнизами и так далее. То есть нанесение шпаклевки кистью. Дело в том, что Саша вот этот вот маленький карнизик уже обрабатывала штукатуркой, обрабатывала шпаклевкой, но все равно остались где-то какие-то маленькие неровности, неточности. Ну, что-то вот типа вот такого какого-то вот. И вот теперь кистью наносится, как бы грунтование кистью получается такое. Шпаклевка все та же, Родбанд паста. Чуть-чуть разбавленная водой. Когда это высохнет, можно будет ошкурить. Здесь шпателем в таком рельефе работать уже было бы очень сложно. Вот там Саша левкасит, а вот так вот выглядит уже подсохшая поверхность. Вот, я думаю, заметна разница, да? Вот. Здесь уже прошли, мы как бы отсюда начали, и вот потолок уже подшпаклевали чуть-чуть, вот какой он беленький. Работаем, естественно, с этим светом, но мне очень сложно на монтаже именно выбирать кадры, чтобы там не было этого адового мигания страшного. Поэтому пока солнечно там на улице, без него покажем что-нибудь. Вот, да, вот такой левказ, это способ шпаклевания, такой способ нанесения шпаклевки, когда уже очень сложный рельеф, и потом наждачкой добиваться там какой-то гладкости, ровности. И здесь Саша сейчас, ну, в какой-то момент так чисто спонтанно решила все-таки замазать, чтобы оно уже сохло. Само не замажется. Это точно, само оно и замажется. Такие штуки мы, ну, как бы нашли трещину уже потом, когда-то, да. Такие штуки мы не играем со слоями, не слоим их, как бы, а залечиваем стандартной смесью гипс и шпаклевка. Вот. В нашем случае GS. И, кстати, вот вам вариант гипсовки. Это спринцовка, клизма обрезанная. Это и есть спринцовка. Ну, так она и есть, да? Это спринцовка. Делают клизму. Да. Ну, так это обрезанная. Вот вам вариант гипсовки. Очень удобно. Нате. Я тебе помогаю. Сейчас обработает Саша. Потом оно высохнет. Ну, до завтра, наверное. И уже завтра можно будет зашпаклевать просто сразу той же Родбанд пастой. Чтобы не играться тут штукатурка, потом еще одна шпаклевка, чтобы не играться слоями, как бы не слоить что за раз по прогрунтованному хорошо все получится, скорее всего. Вот и нету трещинки. Больше ее с нами нет, она замазанная. Итак, нам остался вот этот один потолочек суперфинишем обработать, да? И очень мало осталось Родбанд пасты. Не хватит. Плюс еще надо чуть-чуть оставить, может где-то что-то после ошкуривания мазнуть там. В общем, чего? Не получится у нас по технологии все сделать, как обычно. А буду использовать, у нас есть GS-ка. У нас есть пару мешков GS-ки. Попробуем GS-кой поработать. Витонит GS. Именно для потолка. А остатки Родбанд пасты пустим сюда, на карниз. Так, вот она, Витонит GS. Я буду замешивать вручную, просто шпателем. И чего? Мы всегда пользовались ею как бы по умолчанию. Она хорошая для смешивания с гипсом, то есть для подмазки. Это хорошая смесь получается, гипс и Витонит GS. Но я сегодня почитал мешок, и оказывается, кто-то там когда-то интересовался, ее можно мазать на краску. Ну, то есть на мешке написано ошкурить краску, пошкурить краску, удалить осыпающуюся краску, и можно на покрашенное основание. Витонит GS. Вот, она с мрамором. Белая, пушистая. Саша говорит, будет сложно шкуриться, но я хочу попробовать. Я ею, чисто вот GS-кой, я, по-моему, никогда не работал. Ну, попробую, потом расскажу, как она пошкурится вообще. Придется взять венчик. Слишком много комков. Я в минут 5 пытался размешать. Все-таки надо дрелью работать, смешивать.
Короче, этот эксперимент, это такой эксперимент с этой джеской, она похожа на ремонтную. То есть работать ею сложно. Реально, я не смог найти, вот сделал весь фактически потолок, не смог найти подхода к ней. Надо по чуть-чуть ее, вот по чуть-чуть мазать просто, по чуть-чуть. Раз там, и вот как-то вот так. То есть все, тут чуть ямка, и она уже пишет. Она уже пишет в малейшей ямке. О, хоп. Вот так многократно приходится делать. Возможно, теоретически она и есть ремонтная, то есть ее можно на краску мазать, на любую поверхность, там, так она заявлена, полимерная шпаклевка. Лучше бы я делал гипсом. Но я уже вписался в этот эксперимент. Когда еще попробуешь? Ну вот, то теперь мучаюсь. Тебе было скучно, и ты решил усложнить. Не то, что я думал, она пойдет. Но она как бы идет, она хорошо заполняет. Бесспорно, она заполняет лучше, чем паста, чем Ротбанд паста. Но как LR, вот, как LR+, вот так же она начинает писать в ямках. То есть реально вот пишет просто. Любое мельчайшее зерно сразу она уже проявляет его там в яме. Ну, возможно, еще тот момент играет роль, что я хочу за раз это сделать. Если бы за 2 слоя раз накинул, высохло еще раз, может быть, было бы легче. Ну, как-то так, уже пути назад нет. Потом посмотрим, как шкурится она. Саша говорит, что будет шкуриться, она просто отвратительно. Ну, посмотрим. Это как в фильме, да, там было. Ты как хочешь, быстро умереть или помучиться? Желательно помучиться. А так, ты как хочешь, быстро зашпаклевать? Нет, желательно помучиться. Вот. Итак, вчера я поработал, первый раз в жизни я поработал Витанит GS чистой. И какой я вывод могу сделать? Сначала я сделаю вывод, а потом полезем вверх и посмотрим, как это вблизи выглядит. Значит, вывод я делаю такой. Шпаклевка Витанит GS – это шпаклевка сугубо, по моему мнению, шпаклевка для косметического ремонта. Это полимерная шпаклевка, которую можно наносить на любые основания. Краска, даже на краску. То есть у вас покрашенная поверхность, там есть трещина, вы трещину расшили, погрунтовали, заделали штукатуркой, взяли шлифмашину или вручную, вместе с краской все пошкурили и спокойно наносите эту шпаклевку. В ютубе информации по этой шпаклевке я не нашел, кроме того, что жалуются, что она очень плохо шкурится, особенно по сравнению с Витанит LR+. Естественно, она шкурится очень плохо. Она не твердая, она вязкая, очень вязкая. Почему она вязкая? Потому что у нее в составе есть мраморная пудра и есть микроволокно, что делает ее такой супер какой-то проармированной. Она реально тяжело ошкуривается. Вместе с тем, вот такое вот внутреннее армирование мраморной пудрой и микроволокном дает ей какую-то улучшенную трещиностойкость. Не твердая, мягкая, но очень-очень вязкая шпаклевка такая, трудная в обработке. Работать ею под краску, под гладенькую такую поверхность, под покраску будет затруднительно. Для нее нужно очень-очень ровное основание, потому что она так своеобразно себя очень ведет, эта шпаклевка. Где-то так это выглядит в жестком свете, не обработанная, а вот так выглядит обработанная поверхность. Совершенно нормально и хорошо. Мне пришлось выключить этого товарища, он очень сильно мигает, но думаю, хоть что-то будет понятно. И можете мне поверить на слово, что как-то так оно и происходит. Вот видно такие вот следы. Вот. То есть при нанесении она начинает моментально сама себя подтягивать. Это я не сказал, когда наносил ее, ну, так оно было. Я просто что-то забыл об этом сказать. В общем, она очень быстро начинает сама себя сдирать. Приходится работать какими-то маленькими участками непонятными. Но она хорошо набирает слой. Прям хорошо. То есть выравнивает она там в пределах миллиметра-двух очень хорошо. При этом вот так вот подтягивает. Давайте попробуем обработать. Несмотря на то, что это финиш, я все-таки первично обрабатываю номером 80. Уже лучше. Все равно остаются некоторые следы. И вторичную обработку я произвожу, вот там будет вам видно, не видно, 150.
номером 150. Чтобы прям вообще гладенько было. Получается вполне. Вот здесь видно, как получается. Хорошо. Все блестит прям под Vitonit GS. Здесь Knauf Rotband Finish. Гипсовая шпаклевка. Блестит прям нормально. Отлично. Хорошо получается. Я полностью удовлетворен результатом. Но намного сложнее, чем пресловутая LR+. Намного сложнее. И намного сложнее, чем Rotband паста. У нас здесь обработано Rotband пастой. Здесь GS. Сейчас сравним. Вот два более-менее нашел идентичных участка. Вот здесь. Ну там какая-то доля миллиметра, там, треть миллиметра, возможно, это GS. И вот здесь Rotband паста. Давайте попробуем. Я буду считать количество движений наждачкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 движений мне понадобилось. Для того, чтобы вот так сделать гладко. Вот здесь. Смотрим здесь. Переверну наждачку, чтобы честно было. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так. В целом, по сравнению с Rotband пастой, она вырабатывается раза в 2-3 сложнее. Больше времени уходит, это более трудоемко. Но за счет ее вязкости. Она не твердая, опять же, она вязкая. Вот такие вот выводы я делаю по этой шпаклевке. Она хорошая для своих определенных целей. А для нас она хороша тем, мы используем ее для подмазки новодела. 50 на 50 с гипсом. Получается такая хорошая подмазочная смесь. Она хорошо вышкуривается, вместе с тем не выпадает. Все получается довольно вязко и довольно-таки прилично, работая с нею таким образом. Так что для определенной цели, а конкретно для косметического ремонта, я вот возьму себе на заметку именно эту шпаклевку. И именно из-за того, что она может наноситься на любые основания. Вот первую комнату ошкурили. На потолке GS, да? И если меня спросят, рекомендую ли я ее, я скажу да. Для определенных целей она классная, прикольная, мне нравится ее вязкость. Существует некая вариация, когда можно было бы, зная, что мы не будем армировать серпянками, еще чем-нибудь, возможно было бы выровнять чем-то типа волмослой. То есть штукатурка мелкая, мелкая фракция очень. И потом как раз таки GS сделать финишный слой. Она трещиностойкая. Вязкая, прикольно, мне нравится. Вот для определенных целей однозначно да. И немного прерывая процесс ошкуривания, нам же надо шкурить и здесь, и в этой комнате. И мы сейчас устанавливаем как раз таки вот эту маленькую тягу. Я здесь на столе все намазываю, режу. Насечка уже готова, все. Подаю Саше, а она там дальше развлекается. Я так развлекаюсь. Весело тебе? Это весело. Очень веселая работенка у тебя, скажем так. Я специально снимаю, чтобы показать, что Роман иногда что-то делает. Я иногда что-то делаю. Вот так. Водичкой сначала смочил тяги, сухие уже маленькие эти. Там клей. GS плюс ПВА. А потом делаем вот так. Мне так нравится делать вот так, потому что другого способа, как это чище сделать, я не знаю. Сейчас будет кое-что. Деталь маленькая, там распределение какое-то особое не нужно на ней. Вот. Теперь я отдаю Саше детальку, а она мне дает камеру. Давай мне камеру. Что? Это как-то странно, ну ладно. Что? Вот так мы и делаем потихонечку. Там тоже водички смочены уже. Ты не туда, куда-то не в ту сторону клеишь. Я к тебе иду снимать, смотреть, что ты делаешь. Где она граната? Ломай ее. Сам ломай.
ломай ее. А ломать надо, потому что у нас здесь дуга высотой в 3 сантиметра. То есть вот там, вот в этой области у нас 3 сантиметра прогибается карниз вниз. Чуть-чуть приходится подламывать местами тяги, иначе никак. И снизу легкая такая временная фиксация. Они не нуждаются, эти тяги маленькие, в какой-либо фиксации, кроме клея. Это временная фиксация, чтобы деталь не уползла на клее. Просто снизу, поддержка снизу, чтобы она любит сползти. Все стены сломала. Ну, что ли, все Смотри, стены сколько разломаны. лишнего клея. Собирай обратно клей теперь. 10 тюбиков белила, я думаю, будет достаточно. Да. Вот так мы устанавливаем малышей этих, да. И напоминаю, почему, зачем нам они здесь нужны. Кто, может, кто не видел. Я сейчас покажу прям ею. Опа. Потому что это новая стена. Эта стена новая, и она выходит за линию карниза. Если везде получилось стену подвести под карниз, то эта стена, она кирпичная. Тут было огромное кирпичное пузо. И у нас получается вот так. Я надеюсь, понятно. Разница около 1,5-2 сантиметров. Плоскость стены выступает за карниз. Ну что ж, вчера мы установили вот эту маленькую тягу. Вот она. Надеюсь, вам хорошо видно ее. Вот она здесь, вот здесь. Вот как она выглядит. Собственно, на том месте, откуда она и выросла. Зачем она нужна была? Чтобы скрыть вот эту полочку. Вот. Полочку стены, штукатурную полочку. И почему мы работали именно в это время? Почему мы выбрали именно этот промежуток времени? Мы так сделали для того, чтобы Саша подмазала, а она вчера сразу подмазала, оно высохло, и мы сможем ошкуривать комнату и вот эту маленькую тягу одновременно. Что дает нам такой неплохой выигрыш по времени, по перестановке вот этих вот козликов. Один раз подошел и одновременно все сделал. А сейчас, в данный момент, я работаю вот на этом потолочке, в большой комнате. Вот это второе шпаклевание, и я ошкуриваю. Сейчас вам вблизи покажу, чего получается вообще в целом. Этот этап, а конкретно обработку ротбанд пасты, осуществляем наждачкой номер 150. Ее абсолютно достаточно. Следов практически не остается. Вот так выглядит необработанная, не подшкуренная. И вот здесь обработанная. Вот это уже под покраску. Гладенько. Вот так. Вот угол, как выглядит необработанный. Он тоже желтизна чуть-чуть вернулась, видите? А вот уже обработанная часть. И вот здесь уже обработанный угол. Видно, сколько удалось подровнять. Можно было бы задать такой закономерный вопрос, а что за раз это не сделать? Делать такое за раз абсолютно неэффективно. Намного эффективнее соблюдать принцип конвейера и выполнять одну простую функцию. Там, один раз прошел шпаклевкой, достаточно. Посмотрел, надо еще раз прошел. Конвейер – это просто. Конвейер – простейшая одна функция, и по кругу, по всему возможному объему передвигаешься. Тогда достигается какой-то равномерный результат. А если несколько человек, один сядет в этом углу, а второй сядет в этом углу и будет делать полностью с начала до конца, будет неравномерно. Будет видно, что это сделано разными руками. Это 100%. Вот этот карниз, сюда мы применили технику левкаса. И да, приходится вырубать наждачной бумагой. Вот каким-то таким образом шпателем это было бы очень сложно сделать. А так кистью нанесли довольно плотный такой вот слой. И теперь наждачкой ваяем рисунок. И так мы везде по кругу делаем. Вот так уже по кругу везде сделали.
Вот, готов маленький карнизик. Вот так вот. Такой он. Ну и в целом этот потолок готов под покраску. Вот вблизи покажу. Значит, Саша трещину вот эту заделала. Она подсвечивает фонариком, мне тут довольно темно. Но там будет мигание. Так вот, заделала трещину, я уже зашпаклевал, я уже ошкурил. Заканчиваем ошкуривать вот эту комнату с этим аппендицитом. И что? И трещина потрещала опять. Вот. Не знаю, как видно, не видно. Она там есть. Опять прошла собака. А что делать? Так она и будет здесь. И здесь в углу, вот, видите, вот здесь тоже угол потрещал. Причем потрещал весь в самый-самый низ. Ну и тут тоже штукатурный, туда же потрещал. Это связано, скорее всего, с тем, здесь кирпич, там печь-камин, печка, вот прям за этой стенкой. То есть здесь доски, здесь кирпич, тут кирпич немного перекладывали, возможно, вот эти трещины, это из-за этого. И мы же крутили здесь, мы же здесь работали, ее не было, иначе бы мы ее замазали. Так вот, это был ролик про 2 шпаклевки, а теперь будет ролик про 3 шпаклевки. Берем тяжелую артиллерию, самую тяжелую из возможных. Вот она, самая легкая из возможных. Она фактически воздушная, очень легкая шпаклевка. Кто не в курсе. Это специальная ремонтная шпаклевка для вот таких вот подвижных всяких соединений, оснований и так далее и тому подобное. Семен производит, Семен производит вот такую шпаклевку, она реально очень легкая, она раза в 2-3 легче, чем обычные шпаклевки, она полно там всяких армировок, какой-то специальный состав. Ее предназначение в массе, это вот как раз такая вот работа. Нам надо уже красить, а красить мы не можем, потому что надо, чтобы высохло все, что-то замазать, перемазать, какие-то опять часы, дни и так далее. Она высыхает за 2 часа. То есть вот на финише можно пользоваться ею. Даже в процессе окрашивания. Увидел трещину, замазал, ушел в другую сторону, через пару часов пришел и покрасил. Вот такая вот шпаклевка специфичная. Этой шпаклевкой можно работать по любым основаниям, по-моему, кроме металла и какой-то, по-моему, какие-то пластики или что-то такое. То есть даже по дереву можно ей работать, по идее. Ну что, расшиваем сейчас. И Саша сразу же обеспыливает и просто замазывает этой шпаклевкой. По идее, она эластичная. Достаточно эластичная для того, чтобы находиться в трещине и ее не проявлять. Вот это вот ремонтная шпаклевка. Вот такая шпаклевка это. То есть тут армирующие волокна всякие в ней там. Вот. Она такая, я не знаю, на ощупь это как смазка какая-то. Вот она так жирная на ощупь. Жирная, как что-то с мукой. Смазка с мукой, какая-то мука с чем-то. Ну она вот. вообще невесомая, как снег. Ну да, как снег. Да, очень похоже, очень странная такая консистенция. Это специальный такой ремонтный состав. То есть, скорее всего, патент существует на него у компании Семен. Или Семин, как правильно будет там сказать. Семен. Ну давайте наносите. И, кстати, нанесение ее надо наносить так, чтобы потом не ошкуривать. Она очень плохо ошкуривается. Фактически не ошкуривается. И усадки она фактически не дает. Ее можно назвать практически безусадочной шпаклевкой. Хотя вместе с тем зерно наполнителя очень такое мелкое, очень тонкое. Вот такой угол получился с помощью, в общем, Семен. Мне больше нравится 3-й вариант. Он спас нас от трещины. Посмотрим, у нас будет время наблюдать, как он себя проявит до и во время покраски. Надеюсь, что трещина больше не появится. На плоскости я Семена
Вот здесь на плоскости я накрыла шпаклевку Семин Ротман пастой и пошкурила. Закончили наконец-то подготовку под покраску, все вышкурили. Вот этот угол, как бы вот фасадная стена, вот этот угол у нас тоже хорошенько так трещал. Мы его тоже перемазали именно в падуге. Были трещины, не стали снимать, ну что, расшили, перемазали, понятное дело. Еще вот здесь тоже, вот где зеленое, где вот этот вот купорос, вот как бы изнутри тоже вот эта вот фигурная падуга тоже оттрещала немного, тоже замазали. В целом подготовили, все подшкурили, все подготовили. И эта комната готова, все готово. Под покраску я уже реально сбился со счету, сколько дней мы здесь занимаемся. Надо будет отследить по датам роликов. Так, больше недели, наверное. Что еще не сказал? В процессе я вспомнил сейчас. Ротбанд паста, а перед этим была Ротбанд финиш, гипсовая, Ротбанд паста полимерная. Так вот, ошкуривание, по ощущениям, гипсовая Ротбанд финиш шкурится, ошкуривается легче. Она более рыхлая. Я не скажу, что Ротбанд паста более твердая, она все-таки более вязкая. А гипсовая финишная, она какая-то более рыхлая. То есть как бы намного легче происходит сам процесс ошкуривания. Вот эта шпаклевочка, это хороший подгон. Хорошо, что я прям сегодня или вчера я вспомнил, что она существует вообще. И это позволило нам заделать трещину. И если появится где-то в другом месте, мы оперативно сможем это сделать. У этого производителя, как правильное ударение, не знаю, Семин, у него еще есть шпаклевка по краске, по-моему, называется Геркулес. То есть вот GS, который можно работать, Витонит GS, который можно работать по краске. И вот у них тоже есть какая-то шпаклевка, которая можно прям технологично обрабатывать окрашенную ранее поверхность. Это круто, это прикольно, то есть технологично, главное, не надо ничего выдумывать, взял и работаешь. Вот. В общем, готово. Готово. Вот так идут дела. Наконец-то подготовили под покраску. Займемся дальше уборкой, уберем всю пыль абсолютно и начнем, собственно, финальный процесс. Если вдруг кто забыл поставить лайк или дизлайк, вы можете сейчас это сделать. Напоминаю вам, есть такая опция под видео. Ну и комментарии пишите, что вы думаете по поводу происходящего. Ваше мнение очень интересно. И мне хочется, реально хочется его узнать. Получается, я вам рассказываю, а вы мне ничего не рассказываете. Сидите и молчите. Как рыба об лед. Вот. Ну-ну. Пишите комментарии. Всего доброго. До свидания. Пока-пока.